Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, сентябрь 2023 года, события сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз – это лишь прогноз. Реальность, она у каждого своя и отличается часто от прогнозов карт, так и от астрологических прогнозов. Но я так надеюсь, что первое, мы с вами проведем приятное время, а второе, если подключите свою интуицию и метафорические образы карт, как ни крути, карты это всегда символы. Какую-то ситуацию свою можете словно просчитать наперед или для себя что-то прояснить словом, подсказки какие-то или какой-то инсайт вы получите. У нас сегодня две колоды. Первая это у нас Таро иллюминатов, и мы на ней сделаем основной прогноз. И вторая 78 дверей. Как раз метафорические карты, мы их откроем, достанем чуть позже. И узнаем на них, какие двери будут открыты в сентябре. Но вначале самое главное, или что важно знать, первая карта будет посвящена тому, что вообще в месяце сентябре для вас, мои дорогие львы. А радость, праздник у вас в сентябре намечается. Может быть, встреча с друзьями, а может быть, какой-то повод, торжество. Ну, что-то доброе, хорошее, светлое определенно будет. И это здорово. Карта сама перевернулась и говорит: Лев, у тебя сейчас все хорошо. По крайней мере, какой-то праздник вы заслужили. И значит, ну, не против течения где-то мы идем в сентябре, а скорее всего к тем возможностям, которые нам дарит или дает судьба. Итак, оценка ситуации, что важно знать, оценка месяца в целом. Может быть, ваше настроение или какую-то вы задачу будете перед собой решать. Неожиданные события или возможные неожиданности. Вторая карта. Радостные события или что меня будет радовать, что мне будет помогать. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, энергии посмотрим. Что у нас будет с финансами, деньги. И как обстоят дела в личной жизни, по мнению карт. Первая карта. Ну, наверное, уход вот от такой хандры. Вообще мелкая карта, пятерка кубков, но что выпало, то выпало. Это то, знаете, когда мы обдумывали какую-то ситуацию или, безусловно, в прошлом есть или был, точнее, повод, который нас заставил, ну, где-то так словно оказаться в стопоре. Может быть, была длительная пауза, когда мы что-то не могли изменить. Может быть, обстоятельства так складывались. Или пошло что-то совершенно не так, как мы предполагали. Или развивались события медленно. Ну, тут, наверное, тысяча каких-то, может быть, у каждого своя история. Но это именно в прошлом. Но мы-то как будто застряли. Посмотрите, у человека траур. Очень и красочная такая яркая карта в плане, она передает наши эмоции. У человека траур по 3 разлитым кубкам. Нам говорят, это в прошлом вообще-то не имело большого значения. Что-то мы себе сами надумали. Мало что надумали, так еще и застряли. А наша задача просто снять этот траур и развернуться на 180 градусов. К новым возможностям нам как раз говорят, что 2-то кубка позади, но мы их не видим. И пусть даже что-то пошло не так, это не имело какого-то смысла. А теперь и подавно. Вот, видимо, важное событие. Вот этот поворотный момент событий в вашей какой-то личной истории. Потому что это кубки. И для кого-то личная жизнь. Именно уход от какой-то минусовой ситуации, обстоятельств. Или когда мы с кем-то не могли договориться. Но чаще всего это проигрывается, знаете, наше восприятие мира. Это мы вот почему-то именно так восприняли какую-то ситуацию, пропустили через свою душу, и почему-то мы расстроились. И из-за этого нас это словно обездвижило. Пусть на время на какое-то, но мы словно траур одели. То есть мы в каком-то более мрачном цвете
или свете, точнее, видим обстоятельства жизни или наши возможности, или, я бы сказала, вообще ничего не видим, потому что человек нам показан, он смотрит в землю, он даже не видит горизонта. Вот что-то такое подобное может быть с нами. Мы именно должны словно переломить это состояние. Это для нас будет важно. Нет чего-то такого глобального, чтобы можно было носить траур, как вот в этой карте. Неожиданные события. И нам говорят так: приготовься, лев, потому что, ну, где-то будет, может быть, физическое напряжение, может быть, эмоциональное. Десятка жезлов. С одной стороны, 10 – это всегда итог. Уход, опять же. Мы что-то заканчиваем, завершаем. Может быть, и правда. Вы будете к чему-то готовиться, завершая какой-то прежний жизненный этап, подводя итоги. И это от вас потребует, как и где-то напряжение, так и выносливости, может быть, и мужества. Но карта нам ведь тоже снова говорит о чем? Ты должен видеть горизонт, понимаете? Это не сама по себе неожиданность извне. И обратите внимание, это не старшие арканы. Когда старшие, это на нас влияют какие-то обстоятельства нашей жизни, на которые мы-то как раз не влияем. А это тут у нас все под контролем. Но на двух картах человек смотрит в землю. Здесь он смотрит из-за хандры, а здесь из-за тяжелой работы. Или, опять же, я повторяюсь, напряжение. Так вот, наша задача увидеть горизонты. Вот нет ни неожиданностей, нет чего-то такого глобального, чтобы на нас как-то подействовало, выбило нас, словно из колеи какой-то. Мы сами это можем сделать, понимаете? Сами себе где-то можем мешать, создавая себе где-то от нашего невнимания или от нашей хандры, от наших каких-то разочарований. У кого-то от тяжелой работы, может быть, много обязанностей, по десятке жезлов как раз проигрывается. Много тех, может быть, вы поставили перед собой задач, когда вы должны кому-то помочь, может быть, вы дали кому-то обещание, или вы люди ответственные, вы просто чувствуете за собой вот ту меру ответственности, я не могу словно повернуть назад. Вот я должен эти 10 жезлов дотащить до этой башни. Вот хоть камни с неба, а я должен. Ну, какова бы ни была обстановка, все равно вы как будто с этим справитесь. Давайте посмотрим, что будет нас радовать. А нам вот и говорят, все это завершается. Тут, может быть, лев бы еще и бы продолжал, хотя я так думаю, что порядком, видимо, эта ситуация уже вас измотала, надоела. А по 20-му старшему аркану тут как раз подключаются то, что мы называем высшие силы. Назовите это Вселенной. Но очень добрая карта избавления от страданий, избавления от боли, избавления вот от каких-то тяжелых переживаний, тяжелой работы. Какой-то прежний период просто подходит к концу. Это карта возрождения. Это когда мы свою личную какую-то историю словно переворачиваем страницу собственной жизни и пишем заново. И по этой карте очень важно, посмотрите, нам как будто ангел трубит о том, что все, забудь, что у тебя было до этого, не имеет это смысла. Ни твоя хандра, ни какой-то упорный труд. Теперь задача совершенно по-новому относиться, может быть, к отношениям. У кого-то в личной жизни это будет проигрываться, у кого-то это будет касаться и работы, а у кого-то, я бы сказала, у нас, посмотрите, по сути, где-то 2 напряжения или 2 хандры. У кого-то это может означать перемены и на работе, и в личной жизни, словно в один клубок. Все это будет взаимосвязано, и, видимо, пространство и время сейчас на вашей стороне, мои дорогие львы, и искренне хочет вам помочь для того, чтобы вы какую-то жизненную историю или жизненный этап завершили окончательно, правильно, переключили словно свое сознание на что-то совершенно другое, на более приятное и радостное, это уж точно, потому что 20-й аркан как раз и говорит о том, что какая-то тяжесть, словно мы от нее избавляемся. И поэтому будет, наверное, важно не смотреть как минимум в землю, да, но я так условно, аллегорически говоря, а как раз увидеть какие-то возможности. Вот такой переломный момент для вас в сентябре. Дела, работа, бизнес. А здесь у нас все будет спориться. Карта
Музы или принцесса кубков, карта вдохновения, когда у нас вообще, ну, воодушевленный какой-то подъем определенно есть. Нам хочется чем-то заниматься, мы имеем и интерес, и желание, и какие-то новые горизонты, когда мы чем-то вдохновлены. Может быть и история какая-то в личной жизни, но тогда, значит, это будет касаться вопросы, может быть, документов или обустройства как вашего личного дела, вашего занятия. Может быть, это совпадет с обустройством дома, везде, где требуется вдохновение. Или по этой карте мы можем учиться чему-то новому и тоже вот с упоением, вдохновленно. Но что бы мы тут ни делали, как будто предполагает эта карта еще и материальный аспект, поскольку возле принцессы кубков стоит кубок, а из него выглядывает рыбья голова. Рыба – один из символов благополучия, благосостояния, где-то изобилия материального достатка. Поэтому, чем бы вы, мои дорогие львы, не занимались, вам это будет приносить и радость, и материальный аспект, как будто будет тоже в балансе, одним словом. И для души, и для кармана карта обещает вам как раз успешное продолжение дел или их завершение. А у кого-то и то, и другое, словно вместе заканчивается один этап и на пороге совершенно другой. Финансы. Ну, наверное, тут не только про финансы. Ваше Солнце, мои дорогие. С одной стороны, это ваша планета-управитель. С другой стороны, если мы про Таро говорим, в любой колоде Таро две карты, которые рассказывают о выборе правильного направления. Так вот, на тот период, который мы называем в несколько месяцев или условно до конца 2023 года, какая-то ваша финансовая история будет кардинальным образом меняться. И будет ваше вдохновение и какие-то возможности, как и по работе, так у кого-то и через личную жизнь может проиграться. И изменение вашего финансового статуса до конца 2023 года. Вторая карта, если я уже попутно так скажу, по выбору правильного направления, это у нас карта звезда, и это десятилетие. Ну, видимо, старт у вас начинается. Словно в сентябре какую-то свою историю вы действительно меняете коренным образом. С картой Солнца раньше, если она выпадала, говорили: у тебя все хорошо, иди, у тебя будет еще лучше. Ну, давайте посмотрим, что у нас в личной жизни. Принц Пентаклей где-то тоже нам рассказывает об истории, больше с уклоном на финансы. Это своего рода марафонский забег или это какая-то ваша задумка, может быть, касается работы, хотя может пройти и личное хобби, творчество, мы что-то тут даже монетизировать можем, или какой-то свой проект, может быть, и бизнес, который с нуля. Если у вас уже есть бизнес, значит, это может означать какие-то новые грани сотрудничества или словно новое какое-то направление. Но есть все равно, даже если мы говорим про работу, хоть у нас в личной жизни выпадает эта позиция, но я могу предположить, у вас словно личная жизнь, финансы и где-то ваша деятельность по какой-то причине словно пересекаются, есть такое. Будете видеть как и свои перспективы, так и сам-то ваш проект, план, дело, как угодно назовите. Тема может быть просто какая-то. Уже по принцу Пентаклей, словно карта говорит о продолжении, о хорошем прогрессе в течение последующего периода. Это где-то у вас действительно, знаете, не просто старт происходит в сентябре, мои дорогие, а словно какой-то трамплин в будущее вы берете в сентябре. Поэтому очень важно больше идти по волне своего вдохновения. Слушайте подсказки собственной души. Давайте мы узнаем, какие же двери будут открыты. И в колоде 78 дверей принципиальное значение имеет сама дверь. Открыта она или закрыта. Ну и ключ. Какие же двери будут открыты в сентябре перед львами и львицами? Рыцарь Пентаклей. Вот где-то близко к принцу Пентаклей. И правда, все то, что я сейчас сказала, будут двери. Причем те,
когда нас встречают, чтобы нам даже открыть эти двери. Хотя и мы-то вроде как с подарком идем, хотя и для кого-то эта карта будет означать как раз, как вот та тройка кубков, которая перевернулась, и это к вам кто-то спешит с предложением, подарком, а с учетом пентаклей, это может быть как раз новая возможность по работе, по заработкам, по дальнейшим финансовым каким-то вашим планам или финансовому статусу с каким-то хорошим продолжением, с новыми возможностями. Как будто ключи для этой двери не нужны, вам ее откроют. Взаимодействие может быть для кого-то из вас, если мы говорим, какие двери будут открыты. Двери, где вы со своими единомышленниками словно можете осуществить что-то одно. Для кого-то из вас через личную жизнь откроются возможности, может быть, в том числе изменить вопросы, например, связанные с вашим жилищем, может быть, вопросы с поездкой, с переездом куда-то. Все-таки у нас рыцарь выпадает. Здесь множество вот как будто мелких таких составляющих, когда мы можем для себя что-то изменить к лучшему. Нет как таковых закрытых дверей от нашего правильного взаимодействия как с людьми, так и в принципе, когда мы можем профильтровать окружение и оставить только тех, которым мы доверяем. Такое тоже может быть. И все самое надежное проигрывается, кстати, как по принцу Пентаклей, так и по рыцарю Пентаклей. С таким хорошим прогрессом наперед. И это замечательно. По сути, нет тех самых закрытых дверей. Давайте узнаем, что же я смогу осуществить за сентябрь. Что смогут осуществить львы и львицы? Четверка жезлов. Праздник после победы. Правда, праздник будет, победа будет, мои дорогие. И если мы говорим, дверь закрыта, правда? Но все, кому нужно, они уже дома. И здесь нам показывают, как семью, и все практически члены семьи в сборе. И пусть снаружи вьюга, холод, темнота, какие-то, там тысяча неопределенностей, не имеет это значения, потому что в вашем доме тепло, уютно, комфортно, надежно, достаток, радость, счастье и любовь. Вот к такому итогу вы можете прийти в сентябре. По крайней мере, праздник после какой-то победы вам точно обеспечен, мои дорогие львы и львицы. Перекладывайте на себя. Тут, правда, вот смотрите, от начала до конца. Какая-то прежняя хандра и разочарование, как по пятерке кубков, окончательно уходит из вашей жизни. И на ее место приходит праздник после победы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.